ПСЖ проиграл впервые в сезоне в чемпионате Франции. Хвича Кварацхелия без забитых мячей, без голевых передач. И вообще всего одна победа у Парижа в этих матчах. Давайте разбираться вообще, какого черта, что происходит с этой командой. Друзья, всем привет! Так незаметно пролетела неделя, фактически последний у меня был выпуск, прямой эфир матча грузинского дерби Жорж Микаутадзе против Зорико Давиташвили. Зорико там выиграл, но тоже, к сожалению, результативных действий у него не было, но тем не менее Жорж отличился голевой передачей. Много всего произошло за эти минувшие 7 дней. Я решил вот в сегодняшнем выпуске все собрать. Здесь будет и про Париж, и про матчи других грузинских футболистов, и анонс выходных, поэтому, друзья, далеко не уходите, смотрите до конца. Лайк, подписка, комментарий. Ну а во вторник нас ждет Арсенал ПСЖ. Классный матч. Но давайте обо всем по порядку. Давайте начнем с ПСЖ. Я сегодня в черном не по случаю траура, что уже можно хоронить эту команду, что она вылетит из Лиги Чемпионов, совершенно верно. Это никак не связано, не подумайте. Но давайте разбираться. В первую очередь, конечно, поговорим о Хвиче. Давно мы о нем не говорили уже. Давайте посмотрим его последние матчи. Ну, вообще, в принципе, март был мощный, согласитесь. И за сборную хорошо играл, и в Лиге Чемпионов. И вот потом наступил апрель, непростые матчи с Астон Виллой. Но вернее как, вот первый матч с Астон Виллой это был прекрасный. Хвича лучший игрок матча, он забивает. Он вообще получает за тот матч оценку очень даже неплохую, 8,7. Перед этим был еще чемпионский матч против Анже, когда Париж официально себе титул оформил, 8,7. И вот тут какая-то шестеренка как раз таки переключилась, потому что, ну, как будто бы во Франции сезон уже закончен, там, да, будет еще финал Кубка, но чемпионат уже зрелище такое, знаете, посредственное, можно сказать, уже все понятно. И вот матч с Астон Виллой, знаете, вот даже, наверное, первый тайм тоже был хороший, и потом произошел перелом в тайме втором, когда Астон Вилла начала забивать, в итоге выиграла 3-2. И, ну, вы видели наверняка кадры, где Усман Дембеле отказался от награды лучшего игрока матча, потом его заставили эту награду взять. И вот потом, после этого, матчей европейских не было, но были матчи в чемпионате Франции, целых 3, потому что, повторюсь, матч с Нантом был перенесен. И вот с Гавром выиграли 2-1, там Хвича Кварацхелия вышел на замену, сыграл совсем чуть-чуть в концовке, поэтому вот столь низкая оценка 6,4, она может быть оправдана, может быть понята. Потом был тот самый матч с Нантом перенесенный, какой-то был дурацкий матч, честно, я его целиком не смотрел, но видел по фрагментам, что, ну, никому там победа особо была не нужна, Париж лениво так мяч катал, и ведь важно было продолжить серию без поражений, важно было не проиграть, собственно, Париж забил, потом пропустил, и вот матч 1-1 закончился. Ну и вчера был матч с Ниццей, с командой, за которую играет польский голкипер Марцин Булка, и Булка, конечно же, очень хотел сделать сухарь, но это у него не получилось, и тем не менее, посмотрите на статистику этого футболиста, что он вообще вчера сотворил. Он просто принес победу Ницце. И вот Париж не смог закончить чемпионат без поражений, проиграл 1-3. Тем не менее, Хвича Кварацхелия в полном порядке. Посмотрите, 7,7. У него там и удары были, и подходы к воротам. И комментатор матча говорил, что, возможно, по заменам Луиса Энрике можно предугадать стартовый состав на матч с Лондоном. В Лондоне, вернее, против Арсенала. И, ну, мы пока этим заниматься не будем, у меня будет полноценное превью в понедельник, давайте там об этом поговорим. А вот сейчас про этот матч хотелось бы сказать, посмотрите на статистику и вообще посмотрите на моментум. Господи, сколько было моментов у Парижа и как они их не забивали. Очень похоже на матч с Ливерпулем. Но вот, знаете, кому-то не хватило вот взять инициативу на себя и, так сказать, булку эту раскрошить, нарезать, сделать из нее нарезной батон. Не получилось. В итоге счет 1-3. Ницца прерывает серию без поражений у Парижа. Неприятный, конечно, исход перед матчами Лиги Чемпионов. Но я бы в колокола сейчас бить не стал, в набат, что все плохо, все пропало. Париж сейчас вылетит из Лиги Чемпионов. Я надеюсь, что это такой урок для команды Луиса Энрике, и в том числе и для Хвичи, и вообще для всей команды, и для Доннаруммы, кстати, который реально худший игрок в составе Парижа. 3 удара в створ, 3 пропущенных мяча. Ну, на мой взгляд, в одном из голов есть его очевидная ошибка, там он под мышкой пропустил гол. Ну,
конечно, наверное, концентрацию потерял в таком матче, когда твоя команда 74% времени владеет мячом, и такое тоже бывает. Но мы, конечно же, ждем вторник, времени достаточно, надо восстановиться, настроиться и, как минимум, не проигрывать в Лондоне, а в ответном матче в Париже уже побеждать. Ждем этих игр. Идем дальше. Наверное, сегодня суббота. Хотелось бы в первую очередь акцентировать внимание на тех матчах, которые нас еще ждут. Но вчера были еще матчи грузинских футболистов. Хайденхайм, выступающий в Бундеслиге, играл снова без Буду Зевзевадзе. У него по-прежнему травмы, повреждения. И выиграл. Представляете, Хайденхайм обыграл Штутгарт на выезде. И вот сохраняет он место, не то чтобы спасительное, но место в стыках, 16-е. Ну, я надеюсь, что Зевзевадзе восстановится, и он в этих матчах участие примет. Также играл Фамаликан, где играет Отто Мамагиишвили. Он наконец-таки появился на поле. Там, ну что, появился, чуть-чуть побегал. Но, тем не менее, ничья с Брага 1-1. Фамаликан 7-м остается. Давайте Отто пожелаем удачи. Еще одна немаловажная новость. Это матч сборной Грузии, товарищеский. Вы много писали, что это за соперники, Кабо-Верде, Фарерские острова, что за хрень. Но я считаю, что в принципе это неплохой вариант. Но посудите сами, в сентябре очень важные матчи в Грузии. Дома будет команда играть, Турция, Болгария. Ну, в идеале, конечно, нужно набирать 6 очков, чтобы как-то претендовать хотя бы на попадание на чемпионат мира. И вот отличная тренировка. Сейчас 2 таких домашних матча провести с не самыми пусть сильными соперниками, но не будем забывать, у нас финал Лиги Наций, там сильные сборные, у нас квалификация чемпионата мира идет, какие-то сборные там играют, поэтому соперников не так просто найти. Я думаю, что, наверное, для футбольных руководителей было куда важно как-то обкатать схемы, спокойно потренироваться без лишних, потому что перелеты, ну представляете, это же надо собраться, полететь, отель, количество тренировок из-за этого убавляется в любом случае, восстановление, ну это на все влияет, и поэтому я думаю спокойно провести 2 матча, плюс в Кутаиси уже там 100 лет не играли, местные болельщики будут, конечно же, счастливы, поэтому я думаю не самый плохой вариант, но уже официально известно, что Хвича Кварацхелия участие в этих матчах не примет, он отправится вместе с Парижем на клубный чемпионат мира. Кстати, еще один классный турнир, за которым мы с вами вместе будем, конечно же, следить. Ну и теперь перейдем к выходным. Что нас еще ожидает? Давайте посмотрим. Суббота будет крайне насыщенной. У нас субботний день открывает матч Овьедо и Леванте в 18:15 по Тбилиси. Леванте сейчас идет на 2-м месте. Георгий Кочарашвили уже официально уходит из клуба летом. Но, тем не менее, хотелось бы, наверное, чтобы он Леванте помог пробиться в Ла Лигу. И вот сейчас уже такая финальная стадия, еще 6 матчей. Надо в каждой игре, конечно же, побеждать, чтобы максимально заранее себе обеспечить этот выход. Мы Георгию желаем побед и, конечно же, поменьше травм. 19:00 сегодня, опять же, Страсбург Сент-Этьен. Здесь интересная история, потому что Лион после своего поражения в Сент-Этьене осложнил себе борьбу за Лигой Чемпионские места. Там тоже концовка чемпионата. А Сент-Этьену ведь надо выигрывать. Он борется за выживание, тоже чтобы не вылететь. С Гавром эта борьба происходит. Ну и, в общем-то, может быть, Зорико Давиташвили сделает еще один хороший подарок для Жоржа Микаутадзе, потому что после поражения, наверное, команда Жоржа немного расстроена. Ну а здесь в случае победы Страсбург один из конкурентов. Там, я напомню, что 7 команд лидирующей группы, и одна из них останется без каких-либо Еврокубков. Но, конечно, если ПСЖ выиграет, например, Лигу Чемпионов, то эти расклады могут поменяться. Еще один матч Сегунды в 20:30. Гранада-Эльчи. Георгий Цитаишвили. Ждем его появления на поле. Эльчи идет на 1-м месте. И здесь, кстати, Цитаишвили может помочь своему другу Георгию Кочарашвили, если его команда одолеет Эльчи. Кстати, Гранада тоже там идет, в общем-то, недалеко от, ну, может быть, не призовых мест, но от топ-6, потому что там команда с 3 по 6 место будет в отдельной сетке плей-офф разыгрывать еще 2 путевки в Ла Лигу, ну, вернее, 1 путевку в Ла Лигу, конечно же, там будет полуфиналы и финал. Но это что-то подобное, что мы видели в матчах за попадание на чемпионат Европы 2024 года. 23:00 Лион Рен, Жорж Микаутадзе после голевой передачи в матче с Сент-Этьеном, которая, в общем-то, ничего команде не дала. В итоге Лион проиграл. Очередной матч, в котором нужно побеждать, но сейчас у Лиона других и нету. Но здесь главная интрига, появится ли Микаутадзе вместе с Леказетом, или тренер Лиона выберет какой-то другой вариант. В общем, за этим можно следить. 23:00 под Тбилиси.
этот матч начнется. Ну и сейчас у Лиона всего 2 очка до прямого попадания в Лигу чемпионов. Это будет, конечно же, интересно. 27 апреля, воскресенье, выходные с грузинами продолжаются. Фиорентина против Эмполи. У Сабы Гагличидзе, наверное, может сейчас слеза покатиться, если он посмотрит на таблицу, как вообще выглядела серия А в начале сезона, когда его Эмполи просто всех выносил, играл на 0, выглядел шикарно. И думали, а не поборется ли эта команда вообще за Еврокубки. Сейчас эта команда на 19 месте, и чтобы спастись, нужно в каждом матче сейчас доказывать, что ты способен на максимум и, конечно же, побеждать. Но вот здесь выезд в Фиорентину. Опять для Сабы хорошая возможность, с одной стороны, себя показать как бы и продать, может быть, местному клубу. Не знаю сейчас, кстати, куда сватают Сабу Гагличидзе, но вот этот матч, конечно же, он очень важен. Тем более, что 1 очко всего до зоны спасения. 18:00 играет также Орхус и футбольный клуб Копенгаген. На неделе была история про Георгия Гочелишвили. Я не знаю, вы наверняка видели. Тяжелая судьба была у его сына. Он был в больнице, совсем маленький мальчик, ему там буквально год исполнился, и вот пролежал он с лейкемией около нескольких месяцев, и Георгий туда-сюда мотался с матчей в больницу. Ну, вроде бы все хорошо, давайте пожелаем Георгию и его семье всего наилучшего, ну и здоровья, конечно, сыну. А в этом матче надеюсь, что Копенгаген победит, потому что Георгий вполне может стать чемпионом Дании в этом сезоне. Сейчас 1 очко впереди Копенгаген от своих конкурентов, но еще играть там очень-очень много. Ну и последнее, о ком хотелось бы сказать, это Отар Китаишвили. 19:00 играет с Аустрией. Там сейчас в Австрии вообще мощнейший чемпионат. 6 сильнейших команд, все рубятся каждый матч. Вы помните блестящие голы Отара против Зальцбурга. И вот на неделе играли против Австрии, там проиграли 1-2. Пока остается отрыв в 3 очка от той же самой Австрии. И вот нужно побеждать в эти выходные, потому что Зальцбург там не дремлет. Эти вот редбульские львы, не знаю, или кто они там, они смотрят снизу вверх и так и ждут осечки штурма. Ну а если будет ничья, то это вообще идеально для них сценарий. Ну и матчей еще действительно очень много, все впереди. Георгий Мамардашвили, как бы мы не хотели посмотреть на его блестящую игру, играть не будет. Копа дель Рей, финал. Все отдыхают, все смотрят футбол в эти выходные. Ну, не знаю, будет ли смотреть Георгий, но, тем не менее, Валенсия свои матчи проводить не будет. Вот такие расклады на выходные. Повторюсь, в понедельник у нас превью. Арсенал против ПСЖ. Будем разбираться, какие вообще расклады, как ПСЖ играл против Арсенала, какие связи есть у этих команд. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, пусть его увидит побольше народу. Ну и смотрите грузинский футбол. Никогда с ним скучно не бывает. У нас впереди еще и молодежный Евро, и клубный чемпионат мира. Будет очень классно. Поэтому до новых встреч.